Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же срочные новости вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Однозначно мне показывает, что вы сейчас вот находитесь в состоянии одиночества. Либо же вы подумываете, чтобы разойтись, да, поскольку это общий расклад, поэтому переворачивайте под себя. Те, кто сейчас, допустим, живут с женщиной, вы, возможно, подумываете о разводе, либо же просто разъехаться хотя бы на первое время. Потому что, жизнь невыносима с этим человеком, это 100%. Это два соседа, это снежная королева, это человек, с которым вам плохо и некомфортно. Напишите, у кого проигрываются такие токсичные отношения. Далее, среди вас есть те, кто смотрит еще в прошлое, знаете, с такой ностальгией. Вот есть моменты ностальгии. О чем? Ух ты, у вас глобальный конфликт был. Здесь идет ностальгия по женщине, с которой вы разошлись. Кто-то из вас однозначно хочет вернуть свою женщину, которая сделала вам много, причинила много боли. Здесь и обман, и предательство, и так далее. Но как бы она вас не обижала, вот все равно вас тянет, вот как наваждение. Напишите, ребят, у кого проигрывается и этот момент. Вы довольно неплохо стоите на ногах, очень уверенный в себе человек. И как-то, вот знаете, по жизни вам почему-то попадаются женщины, довольно уверенные в себе, может быть, даже чем-то они похожи. Начиная от внешности, либо же черты характера, да, вот какие-то могут быть продуманные женщины. Либо же вот ищущие какую-то выгоду. То есть однозначно вам вот по жизни, вот как под копирку, женщины, которые любят деньги, красивую жизнь и так далее. Вас это, конечно, вообще шокирует. Вот те, кто пережили это уже не один раз, да, вот такую коварную искусительницу, которая любит красивую жизнь, вы уже, наверное, в шоке по колено, если честно, ребят. Из-за этого многие из вас даже не хотят дальше никаких отношений, вот не хотите серьезного ничего завязывать в своей жизни, потому что боитесь снова на те же грабли наступить. У кого-то даже может проиграться, что вам вполне хватает вот четвероногих друзей. Котики, собачки, там вам, в принципе, хорошо и замечательно. Куда хочу, туда лечу. И женщина в ваши планы может вообще не входить. Либо же от слова совсем не входить, да, вот вы решили кто-то поставить крест на женщинах. Либо же вы решили взять, такой довольно длительный тайм-аут и пожить для себя. Вы человек довольно справедливый. Я бы сказала, что вот от вашего такого всеобъемлющего, да, всевидящего ока ничего не улизнет. Вот вы настолько наблюдательный человек, вы всегда видите, где что происходит, где несправедливость, да, где пытается кто-то смахлевать, что-то такое сделать, и такие люди безнаказанные не останутся однозначно. Вот хоть как-то, но вы все равно можете отыграться на этом человеке. Я не говорю о каком-то там махании кулаков, о чем-то физическом, но все равно вы можете обставить так все, что человек окажется у разбитого корыта. Вот именно, как бы так, знаете, поплатиться за то, что сделал, может быть, кого-то обманул. То есть вы такой вот борец за справедливость. Как знаете, вот раньше был Робин Гуд, да? Вот такой вы защитник рабочих и крестьян. Так, что еще? Вы человек, который порой любит так отдохнуть. Вот, вы знаете, мне показывает, что вы устали до такой степени. Это может быть у кого-то моральная усталость, у кого-то физическая, у кого-то два в одном. Вот хочется иногда все отключить, все гаджеты, да, чтобы никто не доставал.
и просто отдохнуть, потому что есть выгорание, есть эмоциональное выгорание. Кто-то из вас может быть даже в хроническом стрессе. Опять же, я говорю это, потому что общий расклад у всех будет по-разному, поэтому то, что вам подходит, да, вы берите себе и как бы так на заметочку берите. Ну, женщин вот я не вижу в вашем окружении, ребят. Ну вот не вижу я, ну то есть это сердечко ваше не ёкает, не занято. Это у нас даже как-то с расклада в расклад очень часто переходит. Я понимаю, что у меня много подписчиков смотрит, много смотрят постоянных зрителей. Поэтому не удивляйтесь, если какие-то моменты повторяются. Итак, что же за срочные новости для вас? Давайте будем разбираться. Ух ты! Сейчас кто-то из вас будет в шоке по колено, ребят. Это ситуация «Мой шок в шоке». Знаете, а у вас есть тайная поклонница. И кто бы вы думали, что это за женщина, вы даже не представляете. Это женщина, которую вы знаете. Это женщина, с которой вы периодически пересекаетесь. Она замужем. И эта женщина, сейчас я буду вас еще больше добивать интригами. Эта женщина может быть женой либо же вашего друга, приятеля, коллеги, да, вот у кого как проиграется. Ну, то есть с ее мужем вы очень хорошо пересекаетесь, больше, чем с ней. Хотя с ней вы тоже бывали. Может быть, компании, дни рождения, там, я не знаю, на природе, на шашлыках, вот такие моменты. Эта женщина давно положила на вас глаз, но с другой стороны, она понимает, что у нее есть муж, которого она не хочет терять, потому что этот муж дает ей довольно неплохую такую и финансово обеспеченную жизнь. Вот в чем весь трэш, понимаете? Она влюблена в вас, потому что вы в ее глазах вот сильный мужчина, хоть и с разбитым сердцем. Посмотрите, туз кубков, она даже надеется, что у вас не могут быть какие-то романтические отношения, любовь. Ей муж не дает то, чего она ждет от вас. Ну, то есть ей кажется, что вы можете дать намного больше, чем ее муж. Вы в ее глазах мужчина, за которым можно быть за каменной стеной, потому что она своего мужа, да, она его держит себе, вот именно держит, да, для себя, как говорят женщины, держу мужчину в хозяйстве, да. Просто для каких-то вот финансов, для каких-то ее хотелок, вот чисто здесь прагматичный момент. Но там нет теплых отношений. Там нет такой вот надежности какой-то, да, вот там просто деньги, финансы, материальные, поэтому она не хочет это терять. А вот вы для нее, вы источаете какую-то силу, уверенность, да, хоть она, в общем-то, она знает, что вы один, что вы потеряли там женщину, допустим, да, она это знает. Естественно, она не будет вам говорить о своих каких-то привязанностях, о своей симпатии, но она вот тайная такая ваша поклонница. Представляете, ребят? Вот так сидите в одной компании, друг с женой сидит, либо там, я не знаю, коллега может быть, а эта жена на вас. Кстати, вы можете еще обратить внимание, вот именно когда в таких вот моментах, когда вы где-то на днях рождения, да, вот, там, ну, то есть, где тусовка небольшая, да, даже если семьями вы сходитесь, вы можете обратить внимание, вот жены ваших приятелей, какими глазами они на вас смотрят. Я думаю, вы сможете вычислить эту женщину. Она смотрит на вас, ну, какими-то особыми такими влюбленными глазами. Ну, всегда видно, это даже чувствуется. Влюбленная женщина всегда смотрит иначе. Давайте все-таки посмотрим. Мне прям самой интересно.
Вот будет ли она в дальнейшем какие-то открытые шаги предпринимать вот в отношении к вам? Вы знаете, нет, нет. Она будет так со стороны все-таки любоваться, она будет страдать. Вот она реально страдает, что у нее не может с вами ничего получиться, потому что она не хочет рушить свою семью. Вот для нее все-таки достаток, в котором она живет, и все то материальное, что она получает от своего мужа, оно превыше той влюбленности к вам. Она будет злиться на саму себя, она будет злиться на своего мужа. У них могут даже быть конфликтные ситуации. Вот именно, знаете, это как раз тот момент, когда ты раздражаешься на пустом месте просто потому, что ты любишь другого человека. То, естественно, муж будет ее раздражать. Не так сел, не так встал, не так сказал. Она будет и обижаться, и злиться. Она будет вообще в таких, знаете, в непонятках. Потому что с одной стороны ты влюблена, а с другой стороны ты не хочешь терять красивую жизнь. Конечно, не очень приятно это звучит, да, но, к сожалению, многие женщины такие. Даже будет она подумывать, кстати, она будет подумывать, чтобы вот сделать какую-то гадость своему мужу. Вот это неприятно. Я имею в виду вот магию. Вот либо же она будет ходить кому-то куда-то. Но это та ситуация, чтобы, знаете, типа досталось все наследство ей. Конечно же, это мерзко, это противно, но тем не менее, вот она будет задумываться, чтобы вот как-то куда-то муж подевался с помощью магии. Это, конечно, ужасно, я в шоке, если честно, ребят. Но женщина это, смотрите, я забыла вам ее описать еще, да? Она может даже, кстати, быть и воздушного знака зодиака, она может быть, ну, такая холодноватая. Хоть она и может веселушкой-хохотушкой быть, да, довольно неплохо выглядеть. Но вот есть какая-то в ней то ли жесткость, то ли вот колкости она какие-то может ну, отправлять по отношению к другим людям, да, вот какие-то такие шуточки, больше похожие на сарказм. Женщина очень такая, знаете, она и приятная, и неприятная в одно и то же время. Ну, то есть приятная это скорее внешне, да, но вот как-то даже энергетически может чувствоваться вот какой-то холодок от нее, что-то не то. Знаете, вот бывает, общайся с человеком, вроде тебе ничего плохого не сделали, а тебе как-то, ну, некомфортно, тебе хочется поскорее уйти и не общаться, да? Что-то в ней такое есть. Здесь может быть еще вспыльчивый характер. Она может даже вот в компании делать замечания мужу своему. Она может, ну так, немножечко как бы ругаться с ним при людях. Вот такая. Непростая дама, да. Но тем не менее, видите, вот она тоже может влюбляться. Какой бы снежной королевой она ни была. Но, а как оказалось, конечно, деньги и все материальное превыше всего для нее. Поэтому, ребят, вот так вот вы можете, конечно же, подумать, кто где с кем общается, в каких вы компаниях бываете, да, какие посиделки. Мы не привязываемся к месту, потому что это общий расклад. У кого-то это соседки, у кого-то на работе, у кого-то это друг, у кого-то это может быть жена брата. То есть обращайте внимание вот именно на поведение жен. Потому что, ну, знаете, держи ухо востро, как говорится, потому что разные ситуации бывают в жизни, чтобы вы, не дай бог, не разругались, в случае чего даже вот с ее мужем, так скажем, потому что вы довольно плотно и тесно с ним общаетесь. Разные, да, бывают ситуации, конечно, в жизни, и порой уже нет сил удивляться. Вот как наслушаешься, знаете, ребят, вот, кстати, напишите, вот если у кого-то из вас есть такие похожие ситуации, может быть, там слышали, что, ну, там, жена друга запала, там, да, либо еще у кого-то, там, брата. Вот такие подобные ситуации, если вы знаете в своей жизни, опишите коротко. Мне всегда это интересно, приятно, как вы пишете.
Ну и не забываем держать ухо востро. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!